Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Доктор здоровья. Меня зовут Сергей Иванович. Сегодняшнее видео — не громкое шоу и не обещание чуда. Это спокойный, честный разговор о зрении после 40. О том, что происходит с глазами, когда мы этого почти не замечаем. Катаракта не появляется за один день. Она подкрадывается медленно, как вечерний туман. Сначала кажется, что просто устали глаза, потом, что лампы стали тусклее, а потом человек вдруг понимает, мир будто подернули пленкой. И вот здесь важно не упустить момент. Поэтому сразу прошу, поставьте лайк этому видео, так его увидят те, кому это действительно может быть полезно. И подпишитесь на канал, если вам важно понимать, как поддерживать здоровье без паники и крайностей. Дальше я расскажу, что стоит делать каждый день, чтобы поддержать прозрачность хрусталика и питание глаз. Простыми, доступными способами. Чаще всего ко мне обращаются уже тогда, когда изменения зашли далеко. И почти всегда люди говорят одну и ту же фразу «если бы я знал раньше». Раньше — это не таблетки и не операции. Раньше — это привычки. То, что мы пьем утром, то, как мы смотрим на свет, и то, даем ли глазам движение и отдых. Врачи редко говорят об этом подробно, не потому что скрывают, а потому что это кажется слишком простым. Но именно простые вещи работают годами. В середине видео я дам один рецепт напитка, который легко готовится дома и который многие недооценивают. Он не лечит катаракту, но создает условия, при которых зрение стареет медленнее. Не переключайтесь. И если тема вам откликается, напишите в комментариях, замечали ли вы, что зрение стало мутнее за последние годы. Начнем с главного. Хрусталик глаза — это не стекло, это живая ткань. Ей нужна вода, микроэлементы и защита от окисления. С возрастом мы все пьем меньше чистой жидкости и больше того, что обезвоживает – чай, кофе, сладкие напитки. Первый шаг – ежедневный утренний напиток для глаз. Рецепт простой. Стакан теплой воды, половина чайной ложки натурального меда и 5-7 капель свежего лимонного сока. Пить медленно, за 20-30 минут до завтрака. Не курсами, а привычкой. Это не лекарство, но мягкая поддержка обмена веществ, в том числе в тканях глаза. Людям с диабетом и аллергией мед исключают. Простые вещи требуют внимания к себе, и это важно. Но одного напитка недостаточно. Глазам нужно движение. Не бег, не силовые упражнения, а микродвижения. Я покажу упражнение, которое можно делать сидя. Закройте глаза, представьте циферблат часов. Медленно, не напрягаясь, смотрите глазами вверх, вниз, вправо, влево, по диагонали. По 5 раз в каждом направлении. Затем мягкие круги по часовой стрелке и против. Всего 2-3 минуты. Делать один раз в день, лучше вечером. Это улучшает кровоток вокруг глаз и питание зрительного нерва. Важно, никакой боли и спешки. Если вы сейчас смотрите это видео, попробуйте сделать вместе со мной. И если чувствуете облегчение, поставьте лайк. Это лучший сигнал, что тема нужна. А теперь то, ради чего многие досматривают до конца. Народное средство, о котором вспоминают редко, хотя оно десятилетиями использовалось в деревнях. Настой черники с шиповником. 1 столовая ложка сушеной черники и 1 столовая ложка измельченного шиповника на 500 мл горячей, но не кипящей воды. Настоять 2 часа в термосе. Пить по половине стакана 2 раза в день, после еды, курсом 21 день, затем перерыв 10 дней. Это источник антоцианов и витамина С, веществ, которые поддерживают сосуды глаз и защиту хрусталика. Дальше я расскажу, почему именно сочетание, а не по отдельности. Не уходите, впереди самое важное. Когда мы говорим о зрении после 40, важно понимать одну вещь. Глаза страдают не сами по себе. Они первые реагируют на сбои в сосудах и обмене веществ. Если кровь густая, если клетки недополучают питания, хрусталик мутнеет быстрее. Поэтому следующий шаг – не капли и не очки, а поддержка сосудов. Простое правило – утром свет, вечером покой. Утренний выход на улицу даже в пасмурную погоду на 10-15 минут без солнцезащитных очков помогает глазам проснуться естественно.
А вечером приглушенный свет, никаких ярких экранов за час до сна. Это кажется мелочью, но именно такие мелочи замедляют возрастные изменения. Если вы согласны, что простота — это сила, поставьте лайк прямо сейчас. Часто спрашивают, а можно ли что-то добавить в питание, чтобы глаза держались дольше? Можно. И это не экзотика. Тыква и морковь, приготовленные правильно, не сырые килограммами, а в виде теплого блюда с каплей жира. Рецепт. Натертая морковь или запеченная тыква. 1 чайная ложка нерафинированного растительного масла. Есть 3-4 раза в неделю. Почему это важно? Потому что каротиноиды усваиваются только с жирами, а именно они участвуют в защите сетчатки и хрусталика от возрастного помутнения. Это не лечение, а грамотная поддержка. И дальше я объясню, почему аптечные витамины не всегда дают тот же эффект. Теперь момент, о котором редко говорят вслух. Глаза стареют быстрее у тех, кто постоянно щурится. Экран, мелкий текст, плохое освещение. Поэтому еще одно упражнение — расслабление. Сядьте удобно, потереть ладони до тепла и мягко накрыть закрытые глаза, не надавливая. Полная темнота. Дышите медленно 1-2 минуты. Это упражнение называется пальминг. Делать можно каждый день. Оно снижает напряжение глазных мышц и улучшает восстановление после нагрузки. Именно такие простые техники использовали офтальмологи старой школы. И если вы чувствуете, что глаза устают меньше, напишите об этом в комментариях. Это поможет другим. А теперь вернемся к напиткам. Многие уверены, что достаточно чего-нибудь полезного, но есть то, что мешает зрению. Крепкий чай и кофе поздно вечером ухудшают микроциркуляцию, поэтому вечером лучше заменить их на травяной настой, ромашка плюс календула в равных частях. 1 чайная ложка смеси на стакан горячей воды, настоять 10 минут. Пить за час до сна. Это не для глаз напрямую, это для сосудов и нервной системы, а спокойный сон – один из главных факторов сохранения зрения. В следующем абзаце я скажу, какую ошибку совершают почти все после 50 лет. Самая большая ошибка – ждать, пока станет совсем плохо. Катаракта не болит, она не предупреждает. И именно поэтому профилактика должна быть ежедневной, а не «когда вспомнил». Важно не искать одно чудо-средство, а собрать систему. Вода утром, питание, движение для глаз, покой вечером. Дальше я расскажу о еще одном народном способе поддержки зрения, который вызывает споры, но при правильном подходе дает хороший результат. Не переключайтесь. И если вам важно продолжение, подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы не потерять это видео. Есть один народный метод, вокруг которого много слухов и крайностей. Я скажу сразу, речь не о закапывании чего-либо в глаза. Это опасно и делать так нельзя. Речь о внутренней поддержке через очищение и питание. Использовали этот способ еще земские врачи. Это овсяный отвар. Берут 3 столовые ложки цельного овса, хорошо промывают, заливают 1 литром воды, варят на слабом огне 30 минут. Остужают, процеживают. Пьют по половине стакана 2 раза в день между приемами пищи. Курс 14 дней. Этот отвар мягко поддерживает печень, а состояние печени напрямую влияет на зрение. Это связь, о которой редко говорят, но она существует. Почему это важно? Потому что глаза – это зеркало внутренней чистоты организма. Когда в крови много продуктов обмена, хрусталик мутнеет быстрее, поэтому иногда улучшение зрения начинается не с глаз, а с общего самочувствия. Люди замечают, что пропадает тяжесть, улучшается сон и только потом ясность взгляда. Это не мгновенно, это путь. И именно такой подход дает результат на годы. Если вы сейчас ловите себя на мысли, что многое из этого вам знакомо, поставьте лайк, значит, мы говорим на одном языке. Еще один важный момент – шея и затылок. Плохое кровоснабжение этой зоны напрямую ухудшает питание глаз. Простое упражнение. Сидя, медленно наклонить голову вперед, назад, затем в стороны. Без рывков. После этого легкий массаж затылка подушечками пальцев 1-2 минуты. Делать ежедневно,
особенно тем, кто много читает или смотрит экран. Это улучшает приток крови к зрительному анализатору. Часто после недели таких движений люди замечают, что глаза меньше плывут к вечеру. Теперь о том, чего не стоит делать, даже если советуют знакомые. Не используйте сомнительные капли по рецептам из интернета. Не экспериментируйте с агрессивными методами. Глаза не прощают спешки. Настоящая профилактика – это регулярность и уважение к возрасту. После 40 лет организм работает иначе, и это нормально. Наша задача не бороться с возрастом, а помочь телу адаптироваться. И в этом видео я стараюсь дать вам именно такую, безопасную основу. И вот сейчас самый важный вывод. Катаракта не появляется внезапно. Это результат лет невнимания к простым вещам. И точно так же она может долго не развиваться, если вы каждый день делаете немного правильного. Дальше я подведу итог, соберу все шаги в понятную схему и скажу, кому особенно важно начать уже сегодня. Оставайтесь до конца, и если вы еще не подписались, сделайте это сейчас. Такие видео выходят редко, но сохраняются надолго. Давайте спокойно соберем все, о чем мы говорили, в одну понятную схему. Утро – стакан теплой воды с добавками, которые поддерживают обмен веществ. Днем – питание для глаз, овощи, ягоды, простые блюда без спешки. В течение дня – короткие упражнения для глаз и шеи. Вечером – покой, мягкий свет, травяной настой вместо крепкого чая. Это несложно, это недорого, и именно так десятилетиями сохраняли зрение люди, которые не знали слова «профилактика», но жили по ее принципам. Если вам близок такой подход, поставьте лайк, чтобы видео увидели другие. Кому особенно важно начать уже сейчас? Тем, кто замечает, что свет стал резче, а сумерки темнее. Тем, кто щурится, читая мелкий текст. Тем, у кого есть ощущение пленки перед глазами. Это не диагнозы, это сигналы. И чем раньше вы на них откликнетесь, тем больше шансов сохранить ясный взгляд на долгие годы. Не ждите, пока кто-то скажет «уже поздно». В большинстве случаев не поздно, если действовать разумно и регулярно. Я часто повторяю, здоровье – это не подвиг и не марафон, это спокойное движение в правильную сторону. И зрение – часть этого пути. Вы не обязаны делать все сразу. Начните с одного пункта. С роды утром, с упражнения вечером, с отказа от лишнего напряжения. Маленькие шаги складываются в большие изменения. И если это видео помогло вам по-новому взглянуть на свои глаза, напишите об этом в комментариях. Ваш опыт может поддержать других. На канале «Доктор Здоровье» мы не обещаем чудес. Мы делимся знаниями, которые можно применять каждый день. Если вы хотите и дальше получать такие спокойные, понятные разборы для людей 40-60+, обязательно подпишитесь на канал. Это лучшая поддержка нашей работы. И не забудьте поставить лайк. Это помогает продвинять полезные видео среди тех, кому они действительно нужны. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Берегите свое зрение. Оно служит нам каждый день, даже когда мы этого не замечаем. Поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно, родным, друзьям, близким. А мы будем продолжать говорить просто о главном. С вами был Сергей Иванович, канал «Доктор Здоровья». До новых встреч и крепкого вам здоровья!